Что ж, всем привет, дамы и господа, вы на канале Джайм Тайм. И сегодня у нас наша любимая рубрика Demo Time с легендарной игры с Мажораль, Team Liquid против Natus Винцер. Там Марик в соло разорвал. Посмотрим, как, почему, что случилось, почему 14-1 они взяли за атаку, да, получается. И набора Б, но это пистолетный раунд. Тут тоже какой-то мега-супер-мега элитный пистолетный раунд. Флешки, хаешки, ну неважно. Марик. Просто сразу нам этот враг дает понять, что игра у человека пойдет. Первый фраг делаешь, остальное... Если ты на пистолетке убиваешь троих, на эко еще троих, 6-0, все, ты как бы игру в соло можешь зарыть. Это давно признанный факт. Все очень четко дочекал. Дочекать цемент, потому что кто не чекает цемент, пацаны, тот конченый нуб. И смотрите, как он, да, прочекал машину, посмотрел. На всякий случай, почему бы и нет. Взял ют. Вышел четко. Как прям в том ролике про распики. Еще срубил. Давай, как я и сказал, 3 фрага. На эко зафармишь, все, изи. Изи, там уже не страшен никто. Симпл навелся. 3. Ну, 3 фрага. Почему именно 3 фрага всегда дается людям? Дальше смотреть неинтересно. Что ж, антифорс. Там команда что-то делает, занимает. Он не отдает энтри, и он на этом турнире еще и капитан, прикиньте. Что это за смог? Твою мать. Контролит врыв зелень, там бит. Мог, конечно, выжить. Так, переход на 20. Смог с ковров. Кстати, да, нормальная тема, что в коврах смог. Надо, кстати, себе тоже это... свою тетрадочку с фишками записать, потому что ковры... С ковров легко обновлять смог всегда. Единственная прямая угроза, которая существует у Тера, когда он заходит на банане, это скаут на бусте. Поставил прицел, открылся. Ника также, я помню, недавно убивал чела с пули. Он спот, да, как хороший, на аркаду. Четко цемент распикает. Все. Раз, два, и... Дочекал. Машину дочекать? Нет, от машины не играет. На коротком. Все, спалил. Ой-ой-ой. Бит, конечно, фулл в форме. Обычно челы кидают молики старт, а тут они вместо того, чтобы кинуть молик 1, молик 2, сразу 2 кинули. Прыжком он чекает, понимает, что там игрок. Элик пикает и под флешку сразу Элика и так далее. И это, кстати, единственный спот, где мог стоять игрок. Ну, если прям все делать как Марик. Хай на машину, антираж, кидается молик на гетрайт и молик старт от вашего друга. Соответственно, единственный спот, где игрок может стоять, это вот здесь. И вот так его чекает чел. Или суперфект. Все, бэклир. Флэш от КТ. Ну и очень сейвово доиграл. Молодец. Вот он бежит. Чилы кинули там 2 молика, все дела. Потушили. И, да, смотрите, они кидают такое же занятие, как в прошлом раунде. И он, скорее всего, думает, что там чел съехал и никого нет. Тишина еще, смотрите, как Элик. Понял, что они ушли. Дочекал. Зашел на дерево. Встал. Ну, то есть тут невозможно было прочитать. Его люди только что бросали 2 молика, хае. Что-то шумели, а Элик потом на шифте все распикал. Стоял здесь, не горел. Ну, то есть... Электроника тоже надо посмотреть, я так понимаю. Он шарит за Counter-Strike. Молик дал. Вот этот смог. Конечно. Под флешку он ворвался. Ну и переиграл, конечно. Из-за того, что не было молика дальнего и хороший смог, он изи под флешку ворвался, когда люди вырывались здесь. Он понимал тайминг врыва и сделал это. Далее у нас контроль банан. Распикнул. Ой. Видели, как получилось? Словил тайминг. Понял, что словил тайминг. Нипл настрейфливает что-то. Понимает, что сейчас убьет и, скорее всего, B.clear. Ну все, B.clear. Ну, вот это что-то я не особо понял, зачем смокарку давать.
Оси раз флеш, оси два флеш. Я понял. Ну, такой раунд. Тут достаточно все дуэли в преимуществе. Ну, короче, раунд интересный. Банан кинуть 2 молика, выбить ребра, дать смог этот, смог сюда, чтобы человек, который здесь собирал информацию, мог думать, что люди прошли сюда. Потом этот смог проходит, дроп с ковров и другая библиотека. Люди бросают плохой часто смог дальний. И вот опять вот этот смог. Вот он. Блочится. Там щель. Из-за того, что он дальний. Молик кидают нормальный. И всегда здесь можно стоять. И вот так он стоит в этом островке в ванвей за моликом. И бесплатно банан занимает. Там люди что-то придумывают, разменивают гранаты, а он просто перед моликом стоит за то, что смог плохой, и занимает бесплатно. Марик, кстати, решил съехать, потому что, ну, зачем это делать? Все-таки они идут на раунд. Но, опять же, он переиграл, в плане, потом Элик бы вряд ли ожидал. У него не было хаешки, он банан бесплатно занял. И вот это интересно, да? Когда тебя заняли банан ситуация, ты пошел на А, тебя заткнули на А, и тебе надо разыгрывать, и вот он сейчас будет отбивать банан. Все прочекивает. Дропнул флешку, прыжком чекнул на цементе. Дочекал, цемент. Это фейк, да, будет, соответственно. Ну и тут люди выходят. И Марик что делает? Правильно, теперь в момент, смотрите, теперь интересно. В моменте, когда Марик фейкует, и под это люди занимают ребра. И ему не обязательно умирать, что-то там находить, палиться, потому что фейк уже сделан, и надо надеяться, что Симпл не стянется. Но когда люди уже упали на ребрах, да, то есть он должен понимать, что единственный шанс, чтобы выиграть раунд, это убить на Б сейчас игрока. И мне кажется, он этим воспользуется, правильно? Он этим воспользовался, то есть банально он... Это грань, которую не чувствуют никакие люди с фейста, это про-грань, где ты... Играешь не просто в КС, что ты стреляешь по головам, а ты играешь от задумки в раунде, типа, и ты грамотное решение по раунду принимаешь. Ну и тут все свелось к тому, что плохой смог, и Марик в него убивает. То есть ему скидывают смог в ответ, он делает все четко. По вот этой флешке понимая, что человек вышел с руин, где-то в районе светлой, отходит от блайнда, еще этот чел с руин пострелял в смог, он вышел. Эта дуэль бесплатна для него. Идеально, пока Элик по нему стреляет, Элик видел, скорее всего, силуэт полтела. Или стрелял вообще по выстрелам. Марик залазит наверх, потому что тут инста залазит на этот борт. У Элика моделька смещается, и теперь Элику, чтобы его убить, надо попасть 3-4 пули в тело. Либо в голову. Но в голову ему тяжело попасть, потому что моделька поднялась наверх, и надо как бы, ну, переводить. А он, в свою очередь, просто с... третьей пули попадает в голову. Ну и все, клир. И теперь, да, очень важно. Ты 3 в 2, 40 хп, у твоего друга тоже 40 хп. Что делать? Ну, рандомить руины, как и любой, я уверен, из вас сделал бы это, пошел бы в руины. И теперь вопрос, надо ли играть от флешки, которую люди кинут? Надо ли от нее играть, либо нет? Байтит. Но это прям такой байт фишечный. Очень хорошо. У него был единственный шанс попасть челу в голову. И он это сделал. Кстати, неужели как Оуси заберет? А, никак. Капец, нет, этот раунд, они могли 15-0 закрыть. Это их раунд был. Смотрите, как получилось. Я сейчас покажу лицо Элика и лицо Бита. Вышел в смог. Видите? Чуть-чуть он увидел, чуть-чуть. Начал стрелять, и вот Марик его снес. Смотрите, Оуси чекает ему, чтобы игрок не прошел на контакт, а Марик доджит флешку, которая, ну, 1000%, что должна залетать. И видите как? Марик в итоге сам его пикает. То есть, когда у тебя хп 40, я уже это говорил в своем предыдущем ролике про Акселя. Когда у тебя лоу хп, и у тебя иногда единственное, у тебя всегда шанс, смотрите, либо бит как угодно 2 пули в тело дает Сэмки,
А Марику надо попасть в голову. У Марика шанс был с первой вырубить в голову, и он этим шансом воспользовался. Вышел идеально, бит чуть натопал, Марик на звук вышел, нажал Ctrl, чтобы моделька была, чтобы бит не попал ему сразу в голову. Бит попал ему в тело, Марик попал в голову. Ну тут можно было, конечно, чуть доиграть, но это уже не важно. И да, как вышло. Всю игру Марик распикивал контактом ту зону. А в этот раз, когда Simple стал с авиком там, он решил забуститься. И смотрите, где бустается нитро. То есть нитро. Марик, мне интересно, пинганет нитро? Вот сейчас посмотрим момент пинга. Либо они заранее знают уже. Ну, примерно знают. Короче, вот на ступеньке он бустается. Экран Симпла, смотрите. Не видно. Встает. И вот так. Это уже раунды пошли, конечно, next level. Молик, чтобы, соответственно, люди не забежали. Дал молик на гетрайт, дал себе сам флешку. Прочекал, никого нет. Понимает, что создал звук, по которому КТ может ворваться. Задоджил флешку, вышел. Понимает, что может быть вторая, доджит ее. И опять вышел. Потом понимает, что игрок за КТ, скорее всего, отойдет. И у него есть маленький шанс порвать. Решил пикнуть. Увидел модельку КТ. Понимает, что стреляться неудобно, потому что уже вышел, остановился, потерял скорость. Надо уже уходить налево, чтобы не упасть. Чуть пострелял, понял, что не доспрейвает. И любая сейчас рандомная пуля убивает его. Убежал. Тома клир. Хае за машину от пикающего. То есть опять свою тему замутили. Сблизился. Понимает, чел подгорел. Где-то в упоре справа стоят. И под это они еще... Ну тут получается Элику надо было кидать ближнее в ответ, но он решил его засейвить, подумал, что игрок не сыграет, потому что до этого 2 раза Марик шел распикивать просто контактом. Ну и тут фри раунд, дочекивать, потому что когда убиваете двоих инса на Б, всегда чекайте до конца. Все, никого нет. Три в 3. Игрок в досе. Ну, он тут. 2 в 2. Была такая информация, да, чтобы клатч, разберем клатчево. Там был раунд, 2 в 2, 3 в 3, был игрок в досе, дося живет, игрок где-то на малых, он обходит зелень, бэк-клир, но он понимает, что о нем могут догадываться, лучше просто сыграть на время, дать бомбе, уйти на Б. Он это и делает, отрезает, понимает, что только с банана сейчас, все, только с банана. Играют все равно от позднего. Все, позднего нет. Пикает КТ. Смог на бомбу. Забивает одного. Раз. Ну тут еле как на самом деле перф успел. Успел бы, если Марик по нему не попал. Бомба была тяжелая, нестандартная. О, это интересно. На префайре скидывает смог на почту, и КТ может подумать, что это фейк. И человек на префайре скидывает это, и под это идет ахит какой-нибудь, раунд на А, он стоит в упоре. И получается ось у него на флешках. Все, он сблизился. И вот тут... Ой-ой-ой. Вот это очень важная дуэль была. Интересно с лица Элика, как это выглядело. То есть его сейчас услышал Якиндер. Ну, то есть, видели? Стоя на среднешироком, вот так, Ctrl и пополз в другую сторону. Но, на самом деле, я так смотрю на Марика, он не сильно пикает игрока по стене. То есть, он вышел именно на плюс-минус вот этот спот. Если бы игрок стоял по дефолту вот так, то тогда бы Марик умер. Но так получилось, что он вышел именно на вот этот. Хотя на самом деле нет, он вышел четко, там дальше довел. Было интересно, Марик стал капитаном. Это новый Марик, которого мы с вами не видели. Каким-то образом у него еще 26 фрагов спустя несколько раундов. Наверное, там очень крутые хэдшоты опять на тех же пистолетных раундах. Спасибо всем, что смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки. Такой небольшой видос. Пока.